А вот и моя длинноногая красотка. Обожаю таких девушек. Привет. Привет. Какие у тебя, не побоюсь этого слова, шикарные длинные... Блин, ноги звучит грубо. Ну, они же так называются, да? Шикарные ноги. Очень длинные. Спасибо, у тебя да. И они тебе очень идут. Это твоя машина? Ну, это каршеринговая машина, а что? Не знаю, я другую как-то рассчитывала, что ли. Моя машина, понимаешь, к сожалению, она, к сожалению, на неделю осталась загорать на дилере, потому что ждет одну запчасть, и мне пришлось взять каршеринг. Ну, даже ничего, какая разница, у меня же есть машина нормальная, а это просто, временный вариант, так скажем. Это же лучше, чем мы на улице с тобой. Поприличнее? Ну, да. А какая разница-то? Главное, чтобы человек же был хороший, нет? Ну, ты же на свидание пришел. Так. Ну, нужно как-то показать себя. Тебе так не кажется? Показать себя. Это получается автомобиль, лицо ухажера? Как-то так? Ну, смотри, я если бы пришла не в сапогах к тебе, а в галошах, ты бы, наверное, не так обратил на мои ноги внимание. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Это правда. А если бы ты пришла без ног, я бы вообще офигел. Ну, то есть тут вот я с тобой... Отличное сравнение, да. Отличное сравнение. Так, хорошо. Ну, слушай, что, мне нужно извиниться за автомобиль? Ну, прости, я надеюсь, что в следующий раз он будет презентабельнее и лучше. Я просто не делал ставку. Мне кажется, что я сам должен быть каким-то вот таким, типа, оригинальным, плюс-минус симпатичным и, каким-то... заинтересовать тебя, в общем. Ну, хорошо. А какие у нас тогда Так, планы? отлично, я тебя просто... Планы, хорошо. Ну, то есть, мы пока простим мне машину. Ну, ты же говоришь, твоя в ремонте. Да. Твоя, как на фотографиях. Я чувствую, что ты сейчас следующую фразу скажешь, вы все так говорите. Нет? Да, я как-то не попадала в такие машины еще. Такие ракушки? Да. Такие ракушки, я понял. Так, слушай, планы, смотри, как ты смотришь на культурную программу? Мы сейчас поедем куда-нибудь в центр города, походим, погуляем. Погода, конечно, не сильно летная, но все равно мы можем посмотреть какие-то достопримечательности. Может быть, Казанский собор тебя устроит, Исаакиевский. Можем пофотографировать голубей на крыше Исаакиевского. А потом? А потом я могу пригласить тебя в ресторан, и вот потом уже, после голубей, крыши и отличной кухни, я думаю, что набрался бы смелости и попытался бы тебя ангажировать на какое-нибудь эротическое рандеву в какой-нибудь средней стоимости отель. Ну, может быть, мы просто начнем с ресторана сразу, что мы соборов не видели. Я видел, а ты? Я тоже видела. То есть нахрен его. Ну, как бы, да. Прости меня за мой французский. Вообще нелетная, там по собору ходить. Думаешь, голуби будут сидеть, смотреть на нас с фотоаппаратами и делать вот так вот? Еще семечки им покидаем, чтобы вообще весело было. Нам же 15. Чувствую сарказм в этом месте. Ну, хорошо, ладно. Вот, и что касается, соответственно, продолжения, я, могу сразу сказать, что я очень заинтересован. Ты мне очень понравилась. Смотри, так. Погода, конечно, вообще не очень, да? Заметил. Вообще не очень. Это заметили все жители Санкт-Петербурга. Да, вообще не очень. Неделя просто отстой. Смотри, у меня есть план. У меня есть план. Можем двинуть кони, но если выживем, станем легендой. Он тебе, по-любому понравится. Обожаю планы, которые мне по-любому понравятся. Я тебя слушаю. Выходные. Так. Я не занята. Так. Мы могли бы съездить в ресторан в красивое местечко. В ресторан? Это так называется ресторан? Красивое местечко? Нет, это красивое местечко. Например, как ты смотришь... В котором ресторан находится? Да, ресторан все, я просто не это, так. Что ты пишешь-то? Ресторан в городе Сочи находится, я знаю, панорамный, очень красивое место. Что с твоим лицом? Нет, я... Город. Я не слышу Сочи, а не Санкт-Петербург, да? Ну, Сочи, да, я говорю, в Питере очень нелетная погода. И мы могли бы там даже погулять, если тебе так это принципиально, хотя я не очень поддерживаю твою инициативу. А почему в Сочи, что в Питере? Ты из-за погоды только исключительно или... Ну, вообще развеяться, на выходные съездить. Развеяться, на выходные? Ну, да. А с билетами-то у нас не будет проблем?
Ну, у тебя не должно быть. Прости, конечно же, у меня. Соответственно, у меня тоже. И у тебя, соответственно, тоже, конечно. Слушай, ну, да смотри, с математикой у меня вроде как все в порядке, и я понимаю, что съездить на выходные в Сочи вдвоем, это обойдется, ну, тысяч, наверное, в 200-250. Это по минимуму. Вообще по минимуму берешь, это вообще конечно. по минимуму, да, без всяких излишеств. Сейчас, ты понимаешь, какая история? Сейчас в стране жизнь тяжелая, и для бизнеса в том числе. Я привык отдыхать, ни в чем себе не отказывая. Ну, понятно, что не кристалл по 1000 евро бутылки, да, шампанского, но отдыхать так, чтобы не было мучительно больно за этот отдых после отдыха, понимаешь? И чтобы ты ни в чем не нуждалась, и я ни в чем не нуждался. Но сейчас, к сожалению, такой вот возможности нет. Понимаешь? И Сочи, мне кажется, это, ну, прям сейчас роскошь. В смысле роскошь Сочи? Я же тебя, блин, не в Дубае зову на выходные. А ты знаешь, сколько стоит поехать в Дубай на выходные? Ну, примерно. Я поэтому и предложила Сочи. В чем проблема? Ты посмотрела на машину, да? И такая, типа, ну я же вижу, что на говне приехал, поэтому, видимо... Конечно. Видимо, все-таки Сочи. Но если ты не тянешь Сочи, ну... Блять, какой смысл вообще было звать меня? То есть вот оно в чем дело. То есть ты думаешь, что Сочи это минимальная планка, да? Которая... Нет, ну а как можно, зажать поездку обыкновенную абсолютно? Блин, я даже не знаю. Скажи, пожалуйста, я даже вот если в Сочи поеду, да, с тобой? Ну, если вдруг я вот сейчас займу денег, там как-то, выкручусь. В смысле займу денег? Я с тобой списывалась, так. И ты как-то не дал понять, что ты вообще нищеброд какой-то долбоёбский. Ну вот, пошла минутка унижения, прям как я люблю. Я к тому, что я... А я к тому, что я, не просто так хожу каждому второму вот по корытам сидеть, и мы... Да, я в шоке. Скажи, пожалуйста, нет, просто я вот... Чем будет отличаться мое... романтическое рандеву после ресторана, романтическое рандеву в Петербурге и в Сочи. В Сочи оно будет ярче, да. Типа фееричней. Потому что типа там я понимаю, что ты вложился в эту поездку, а не просто вот, не знаю, голубей покормили. То есть в Питере будет такое вялое все, а в Сочи будет такое все прям абсолютно, да, искры из глаз. Ты знаешь, нет, ты пойми меня правильно, ты красивая девушка и не похожа на бабу-ягу совершенно, да? Абсолютно, не похожа, да. Поэтому я не трачу время вот на таких вот... Каких? Вот таких вот. Ни лицом не выжил, ни как, видимо, кошельком. Спасибо большое. Это, кстати, мой лучший образ. Поздравляю тебя, живи с этим. Вот, я как бы с этим жить вообще не собираюсь. Спасибо за потраченное время, что я могу сказать. Ну, извини, что не оправдал твоих надежд. Но я, знаешь, вот сейчас, видимо, уже, как ты сказала, ни лицом не вышел, ни бабками. Видимо, моя все-таки участь это вот вялый в Питере, чем бодрый. Вялиться, у меня есть другие планы. Давай. Это очень жаль. А можешь уйти, а ноги оставить? Знаешь, ты даже вот до ног и не дорос. А, да? Спасибо большое. Давай. Опять мимо, ну что ж такое, а ноги такие были, такие ноги, это просто что-то невероятное. И, ну а с другой стороны, что я хотел? Приехал на говне, на говне, тачка реально в ремонте, она реально в ремонте, чтобы вы понимали, это не хохма, она реально в ремонте, на дилере ждет своей запчасти. И как же я так вот все-таки не смог, вот как, почему, что происходит вообще? Как раньше, да, на Грушинском фестивале, в палатке, муравьи в жопу заползают, лопухами подтираешься, и все давали. А сейчас, извини меня, на говне приехал. Раньше, блядь, хорошо, что вообще добрался из одного села в другое, там, на собаках, на ослике там и на связке енотов. Вот. А сейчас, извините меня, что-то, у вас тут все не очень. Понимаешь? Какие голуби, какие семечки. Друзья, вот могу простить красивым девушкам с длинными ногами
Вот всякое могу простить, вот правда. Ну, я понимаю, девушки вкладывают в себя, хотят дивидендов, я понимаю. Но охуевать-то не надо, друзья мои. Ну, надо быть хотя бы чуть-чуть. Ну, начинайте хотя бы с малого. Ну, хотя бы не с Сочи, хотя бы с санатория Клязьма или как там она называется. Вот как-то что-то попроще. А потом потихонечку повышайте градус. Но сразу в Сочи это too much. Сочи! Это Сочи! Извините меня. Это вам не хухры-мухры, это российский Дубай. Друзья мои, девушку на оценку. Мне прям... Ну, видимо, это весна. Видимо, как я уже сказал, это весна. Пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.